Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал The Handmade. Это первая часть видео-мастер-класса по вязанию мультяшного героя черного кролика по имени Бинг. Данная игрушка получается ростом 30 сантиметров. Это без ушек, а с ушками 45 сантиметров. Ручки вязаны по ходу вязания. Ушки тоже вязаны по ходу вязания, но потом еще несколькими стежками швейной нитью пришиваются, подтягиваются немножечко к голове. Итак, для вязания данной игрушки я сейчас расскажу, что нам понадобится. Нам понадобится плюшевая пряжа. Я вяжу плюшевой пряжей Гималая Dolphin Baby. Теплый красный цвет. Это номер 80318. Нам понадобится меньше мотка. Далее нам понадобится черный цвет. Это у меня 80311. Нам понадобится тоже меньше одного моточка. Далее салатовый цвет 80350. Это нам понадобится на рукава совсем немножечко. Далее бежевый цвет, бежево-персиковый, это 80333, тоже совсем чуть-чуть нам понадобится. Желтый цвет 80302 под номером. Это будем вывязывать подошву на обуви. Тоже совсем чуть-чуть понадобится этой пряжи. Белая пряжа, тоже будем вязать ее обувь. И тоже совсем чуть-чуть нам ее понадобится. И еще понадобится не плюшевая пряжа, у меня это полухлопок Ярнар джинс черного цвета. Ею мы будем делать хохолок на голове, такой вот тюбчик, и вышивать носик и ротик. Далее нам понадобятся крючки. Основной крючок номер 5. Вы же берите под свой способ вязания, подбирайте номер крючка. Более подробно я об этом говорю в моем коротком видео, которое называется «Два способа вязания плюшевой пряжи». Кто его не смотрел, обязательно перед вязанием посмотрите. Я ссылочку оставлю здесь, где-то здесь вот наверху и в описании под видео, так как это может быть влиять на размер игрушки. Поэтому, кто не смотрел, обязательно посмотрите перед вязанием. Итак, я вяжу основным крючком под номер 5. Дополнительно у меня такой вот вспомогательный крючок, помощничек под номером 2. Далее нам понадобятся ножницы, маркер для отметки рядов, швейная игла с толстым, с большим ушком, фетр, небольшие кусочки трех цветов: зеленый, белый и черный. Когда дойдем до вырезания глазок, я все размеры скажу. Нам понадобится швейная нить белого цвета. Это мы будем пришивать мордочку ею. Нам понадобится швейная нить черного цвета. Ею мы будем подтягивать ушки к голове. Нам понадобится желтая пуговица. Пуговицу можно как готовую использовать, либо же связать кружочек желтого цвета и потом уже будем пришивать к игрушке. Вообще нужна пуговица с 4 дырочками. Я смогла найти только с 2 дырочками. Далее нам понадобятся пластиковые кружочки. Будем вставлять ее в обувь, чтобы была плоская подошва диаметром 4 сантиметра. Я пока один вырезала, второй я потом тоже подготовлю. И вырезаю я их из коробочек, из-под ватных палочек. И еще нам понадобится клей для того, чтобы глазки приклеить к голове. И нам понадобится наполнитель. Итак, давайте приступим к вязанию. Начнем наше вязание с вязания ушек. Берем плюшевую пряжу черного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 4 столбика без накида. 1,
2, 3, 4. В следующем ряду делаем 4 прибавочки. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 8. Провязали. Следующий ряд вяжем без изменения 8 столбиков без накида. Провязали. Отмечаем новый ряд маркером. И в следующем ряду вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3 плюс 1 прибавка. Провязываем такую комбинацию до конца ряда, то есть еще один раз повторим. И итоговое количество петель у нас должно получиться 10. Провязали. Отмечаем новый ряд. В следующем ряду вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4 плюс 1 прибавочка. Так повторим еще один раз до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 плюс 1 прибавочка. Так повторим еще один раз до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 14. Провязали. В следующем ряду вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 плюс 1 прибавочка. Так повторим еще один раз. И итоговое количество петель у нас получится 16. Провязали. В следующем ряду вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 7 плюс 1 прибавочка. Так повторим еще один раз. И итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 8 плюс 1 прибавка. Так повторим еще один раз. И итоговое количество петель у нас должно получиться 20. Провязали. В следующем ряду вяжем 9 столбиков без накида. 1, 2, 9 плюс 1 прибавочка.
Так, повторим еще один раз. И итоговое количество петель у нас должно получиться 22. Провязали. Далее в следующем ряду вяжем 10 столбиков без накида. 2, 3, 4, 10 плюс 1 прибавочка. Так повторим еще один раз. И итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 8 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 24 столбика без накида. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 10. Далее вяжем одну убавочку, провязываем 2 петли вместе за передние стеночки. И так повторим еще один раз. И итоговое количество петель у нас должно получиться 22. Провязали, новый ряд отметили. Далее вяжем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 9 и вяжем одну убавочку. Так повторим еще один раз. И итоговое количество петель у нас должно получиться 20. Провязали. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 20 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Далее приостановим наше вязание, крючок уберем, петлю эту немножечко вытягиваем. Будем вышивать вот такой вот узорчик на ушке. Берем швейную иглу с толстым ушком, плюшевую бежевого цвета пряжу. Вот так вот, когда она вдвое, когда она уже продетая в иглу, длиной она получается у меня 85 сантиметров. Это как раз хватает на то, чтобы полностью вышить узор, и удобно завязать хвостики. Остаются такие хвостики, с которыми будет удобно завязать их на узелочки. Берем ушко и заводим иглу над крайним рядом, не у самого края, вот здесь вот где-то пропуская сантиметр от края, ближе к середине ушка, и протягиваем рабочие нитки. Здесь вот оставляем небольшие хвостики. И далее вышиваем так, чтобы наша эта полосочка повторяла вот здесь вот контур ушка. И вот на эту полосочку у меня ушло 9 стежков. На вот этот вот узорчик у меня получилось 10 стежков. Итак, захватываем один стежок, захватывает 2 ряда вязания. Захватываю здесь 2 ряда. Далее, получается, изнутри с внутренней стороны захватываю следующие 2 ряда, вывожу иглу. Далее иглу я возвращаю к первому тут вот стежочку, чтобы захватить уже с лицевой стороны вот эти вот 2 ряда. И также вывожу уже с внутренней стороны, захватывая
следующие 2 ряда. Ниточки сильно не натягивайте, чтобы стежочки были такими пышненькими. И желательно следить, чтобы вот тут вот пряжа не перекручивалась. Итак, вот здесь мы, получается, повторили форму ушка и немножечко пошли вот к этому краю. Последний стежочек. Заводим иглу здесь и будем выводить. Сейчас вот посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5. И вот между пятым и шестым, если начиная считать с этого края, между пятым и шестым стежком выведем иглу. Это будет вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот здесь нам нужно будет вывести с внутренней стороны иглу. Далее заводим иглу так, чтобы стежочки располагались вот так вот с наклоном, но рядышком, вот напротив друга. И выводим иглу, чтобы второй стежок у нас тоже был вот с некоторым наклоном и тоже располагался напротив вот этого стежка. Далее смотрим на следующий стежок. Так, это вот это вот это. Один мы, получается, стежок пропускаем. И следующий стежок у нас будет напротив вот этого стежка.
Далее будем выводить иглу вот в этом месте. То есть вот так вот прям напротив. Далее заводим иглу и будем опускаться ниже, захватывая следующие 2 ряда. Далее следующий стежок слегка будем закруглять вот к этой стороне. Вот так сделаем его с наклоном. Далее смотрим, где у нас. Так, 1, 2, 3. Вот 1, 2, 3 вышили. Теперь у нас идет вот следующий. И смотрим, где у нас он расположен. 1, 2, 3 напротив, получается, на линии третьего стежка первой вот полосочки. Так, 1, 2, 3. Значит, выведем иглу. Вот в этом районе. И вот этот вот стежок вот напротив третьего стежка первой полосочки. Что у меня этот узорчик не такой идеально получается, как вот этот. Просто мне очень неудобно вышивать в обнимку со штативом. Так, далее. Далее нам нужно будет вот этот стежок. Этим стежком мы узорчик начинаем заворачивать. Так, этот стежок у нас получается тоже напротив третьего. Только мы его уже идем подворачивать. Далее следующий смотрим, где у нас расположен вот этот вот стежок. И
теперь сейчас сделаем последний стежочек и выведем иглу на изнаночную сторону. Ну, так вот, немножечко не идеален. Ну уж простите мне, потому что мне здесь не совсем удобно это делать, как я говорила, уже в обнимку со штативом. Вот. Далее, что мы делаем? Выворачиваем немного наше вязание, чтобы добраться до иголочки с ниточкой, и чтобы здесь вот зафиксировать. Здесь уже мы отрезаем ниточку. Иголочка нам не понадобится. Далее берем вспомогательный крючок и вот здесь вот внутренний стежок как бы обхватывая и завязываем на узелочки. Лишнее отрежем. Далее вот этот вот, эти хвостики тоже обхватим внутренний стежок. И завязываем на узелочки, лишнее отрезаем. Далее складываем наше вязание пополам. Маркер можно уже убрать. И здесь провяжем 9 столбиков без накида. Провяжем вот эти два ряда вместе. 1, 2, 3. Последний 9 столбик без накида я буду провязывать вспомогательным крючком. И вот тут у нас на краю остались 3 петли. Сначала подхватываю 2 петли, которые расположены друг напротив друга. Далее завожу крючок сверху, вот у этой крайней петли, которая осталась беспарная. Захватываю рабочую нить и провязываю все 3 петли, которые у меня на крючке, провязываю их вместе. Последний 9 столбик я буду провязывать вспомогательным крючком, крючком меньшего размера. И на конце у нас здесь остались 3 петли. Сначала подхватим вот эти вот 2 петли, которые расположены друг напротив друга, протягиваем через них рабочую нить. Далее вот эту вот крайнюю петлю заводим крючок вот так вот сверху, выводим снизу, захватываем рабочую нить. Захватываем рабочую нить, вытягиваем ее на крючке. У нас 3 петли, провязываем их вместе. Далее складываем ушко вот таким вот образом. И теперь вот эти вот два ряда, и желательно вспомогательным крючком это провязывать, то есть крючком меньшего размера, так будет удобнее. Теперь вот эти вот два ряда провяжем 4 столбиками без накида, провяжем их вместе. 1 столбик без накида, 2, 3 и 4.
Далее протягиваем ниточку, отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик и прячем вовнутрь ушка. Одно ушко у нас готово, второе ушко вяжем точно так же, только узорчик уже вышиваем у этого края, чтобы ушко у нас смотрело в ту сторону. То есть вот так вот. Далее с вами свяжем мордочку. Берем плюшевую пряжу бежевого цвета, основной крючок и набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. В обратную сторону по цепочке, начиная со второй петли от крючка, вяжем 1 столбик без накида. Далее вяжем 2 столбика без накида в одну петлю, то есть делаем прибавочку. Далее 1 столбик без накида. И в крайнюю последнюю петлю провязываем 3 столбика без накида. Один столбик без накида, туда же вяжем второй столбик без накида и туда же вяжем третий столбик без накида. Теперь по второй стороне цепочки вяжем 1 столбик без накида. Далее 2 столбика без накида в одну петлю, делаем прибавочку. Далее вяжем 1 столбик без накида и за последнюю крайнюю вот эту вот стеночку провязываем 3 столбика без накида. Итоговое количество петель у нас должно получиться 14. Следующий ряд вяжем без изменения 14 столбиков без накида. Провязали. Далее делаем соединительную петлю. Я буду делать это вспомогательным крючком. И протягиваем ниточку, отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Все, мордочка готова. Вот эти хвостики можно между собой завязать, лишнее отрезать. Мордочка готова. Далее переходим к вязанию ручек. Берем пряжу черного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 7. В следующем ряду будем вязать так. Вяжем 1 столбик без накида. Далее вяжем одну прибавку. Еще 2 раза повторим 1 столбик без накида плюс 1 прибавочка. И закончим этот ряд одним столбиком без накида. Далее можно будет отметить новый ряд маркером. И вяжем 3 столбика без накида в одну петлю. 1 столбик без накида, второй столбик без накида и туда же третий столбик без накида. Далее до конца ряда вяжем 9 столбиков без накида. 1,
2, 3 и 9. Отмечаем новый ряд. Вот этот вот хвостик обязательно фиксируем на одной из стеночек петли узелочком, чтобы во время игры с игрушкой этот хвостик не вылез наружу. Итак, новый ряд у нас отмечен, и в этом ряду у нас должно получиться 12 петель. Далее вяжем 1 столбик без накида, какие-то неудобные маркеры. Далее вяжем одну прибавку, и до конца ряда вяжем 10 столбиков без накида. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 13. Провязали, новый ряд отметили, далее вяжем 1 столбик без накида, далее вяжем одну убавку, провязываем 2 петли вместе за передние стеночки, и до конца ряда вяжем 10 столбиков без накида. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 12. Провязали, далее вяжем 2 убавочки подряд. Первая убавка, вторая убавка, и до конца ряда вяжем 8 столбиков без накида. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 10. Следующий ряд вяжем без изменения 10 столбиков без накида. Далее вяжем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 9. И в последнюю петлю провязываем прибавочку. Отмечаем новый ряд. В этом ряду у нас должно получиться 11 петель. Следующие 3 ряда вяжем без изменения, в каждом ряду по 11 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Вот этот вот последний столбик без накида слегка распустим. На нем мы будем менять цвет пряжи. Берем пряжу в цвет рукавчика, это салатового цвета. Довязываем столбик без накида. Далее следующий ряд мы провяжем так. Сначала вяжем 10 столбиков без накида за заднюю стеночку каждой петли, по одному столбику без накида за заднюю стеночку каждой петли. И таких мы провяжем 10. 3, 4, 5 и 10. За последнюю
Стеночку петли мы провяжем 2 столбика без накида. То есть делаем прибавочку, и в этом ряду у нас должно получиться 12 петель. То есть мы ручку плавненько расширяем. Далее отмечаем новый ряд. Отрезаем черную ниточку, она нам уже больше не понадобится на данный момент. Завязываем на узелочки хвостики и прячем вовнутрь вязания. Следующие 6 рядов будем вязать без изменения, в каждом ряду по 12 столбиков без накида. Провязали. Далее сделаем обвязку за передние стеночки, там где они у нас остались свободные. Итак, берем моточек, находим второй хвостик, чтобы ниточку не отрезать, и берем ручку. Вот этот вот пальчик у нас будет смотреть вперед, поэтому обвязку мы начнем с задней стороны ручки, вот здесь. И я это делаю крючком меньшего размера, чтобы обвязка более-менее прилегала к ручке, чтобы вот эти вот черные как столбики мало были видны. Итак, подхватываем черную стеночку, фиксируем на ней ниточку салатового цвета соединительной петлей. И далее делаем обвязку по кругу столбиками без накида. Если будете делать обвязку тоже крючком меньшего размера, то ниточку сильно не натягивайте. Делайте такие свободненькие столбики. Потому что у меня вот крючок размер 2, это очень тоненький. Провязали и заканчиваем нашу обвязку соединительной петлей. Соединили, протягиваем ниточку, отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И вот эти хвостики прячем. Сначала можно их завязать, обхватив вот этот вот какой-нибудь столбик подходящий на ручке. Завяжем на узелочек и протянем вовнутрь ручки. Далее ручку наполним наполнителем. Наполняем неплотно, так, чтобы была средняя плотность. И наполняем не до конца, где-то вот 4 ряда оставляем незаполненными. Наполнили, продолжаем наше вязание. Вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Маркер убираем, он нам уже не нужен. Складываем наше вязание пополам. Тут можно даже не 2, а еще 3 провяжем столбик без накида, чтобы вот так вот у нас ровненько было пополам все. И теперь вот эти вот 2 ряда провяжем вместе. Сделаем 5 столбиков без накида.
1, 2, 3, 4. И последний столбик я буду провязывать вспомогательным крючком, крючком меньшего размера. На конце у нас тут 3 петли. Сначала захватываю рабочую нить сквозь 2 петли и за вот эту третью крайнюю тоже завожу крючок, протягиваю рабочую нить на крючке. 3 петли, провязываем их вместе, протягиваем ниточку, отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик, и этот хвостик прячем вовнутрь ручки. Одна ручка у нас готова, вторую ручку вяжем точно так же и продолжим с вами вязание уже в следующей части. Так что, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить вторую часть видео мастер-класса по вязанию черного кролика по имени Бинг. Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!